Когда Долорес было всего 9 лет, она пообещала выйти замуж за Гевина Стерлинга, и никто всерьез не воспринял ее слова. 12 лет спустя она вернулась в Остин, Техас, готовая исполнить свое детское обещание. Гевин больше не был мальчиком, а Долорес уже не была ребенком. Но как убедить человека, привыкшего к одиночеству, что он все еще достоин любви? Весной 1855 года в Остине тополя вдоль ручья покрывались свежей зеленью, а жара поднималась от земли. На перекрестке, держа мамину руку, Долорес впервые увидела Гевина. Он нес мешок муки и сворачивал веревку, но для девочки казалось, что на его плечах груз всего города. Его шаги по деревянной улице звучали как удар молота. Что-то в его присутствии заставляло замолчать, хотя он был всего лишь мужчиной высокого роста, с суровым лицом и мягкими глазами, которые останавливались на Долорес. Долорес перешла улицу и без страха заявила о своем обещании. Смех города раздался вокруг, но Гевин лишь посмотрел на нее с тихим пониманием. Он положил мешок на телегу и оставил детский клятву в памяти. Тогда Долорес вернулась к маме, а телега увезла их прочь из Остина, оставив Гевина стоять одиноким на ранчо с шляпой в руках и ветром в полях. 12 лет прошли. Солнце поднималось и садилось над равнинами Техаса, а Гевин оставался один, трудясь с лошадьми и скотом. Его дни были наполнены работой, но ночи давили одиночеством. Дом был просторным и пустым, а каждый стул, каждая тарелка напоминали о тех, кого он потерял. Город шептал, что мужчина слишком суров и одинок, что никто не сможет изменить его судьбу. Когда Долорес вернулась в Остин, она прошла через знакомые улицы и нашла Гевина в загоне, где он усмирял молодую лошадь. Его глаза нашли девочку из прошлого под лицом взрослой женщины. Он сжал веревку, но не отступил. Слова детства все еще имели силу. Вскоре Долорес получила убежище в его доме. Вместе они готовили хлеб, наполняя тишину смехом и ароматами. Пространство, которое раньше казалось пустым, ожило. Впервые за много лет Гевин не ужинал в одиночестве, а дом наполнился теплом и жизнью. Когда настал летний бал, они шли по залу вместе, и никто не смел мешать. Любое насмешливое слово или угроза исчезали перед его стойкой защитой. Гевин больше не был одиноким мужчиной Остина. Рядом с Долорес он становился человеком, способным любить и быть любимым. На рассвете, среди тихого треска дров и запаха свежего хлеба, Долорес осознала, обещания детства могут стать основой для настоящей жизни. Тишина, которая когда-то определяла Гевина, теперь была пространством, заполненным любовью, смехом и надеждой. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.